Мобилизованных россиян до конца войны домой не отпустят. Ротация никакая не предусмотрена, так заявил депутат Госдумы и он же глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. Логика его заявления достаточно проста. Прошло больше года с начала мобилизации. Российские граждане в тылу переживают, что вот-вот начнется новая волна мобилизации, и их пошлют на смену тем, кто сейчас на фронте. Власть же говорит: не переживайте, вас мы не тронем, пока не израсходуем тех, кто уже на передовой. Однако из подобных заявлений совсем не следует, что у властей именно такой план действий. Пресс-секретарь президента Песков прямым текстом говорил, что никакой мобилизации не будет ровно за 8 дней до ее объявления. Слова что путинских чиновников, что самого Путина ничего не стоят. Указ о мобилизации действует, его никто не отменял. А новый массовый призыв можно даже не объявлять. Тем не менее, риторика на сегодняшний день такая. Мол, не беспокойся, гражданин, вместо тебя пока умирают другие граждане. Они уже не вернутся, мы их заранее списали. Такая риторика – логическое продолжение всей четвертьвековой путинской политики. Политики, направленной на то, чтобы в стране не осталось никакого гражданского общества. Россиянам навязывается простая мысль. Если кто-то попал в жернова, так сиди молча и радуйся, что сейчас попал он, а не ты. В путинской России, как в тюрьме, нельзя заступаться за других. Однако есть особая категория военнослужащих, которых до последнего времени с легкостью отпускали домой спустя 6 месяцев службы. Это добровольцы из числа российских заключенных. Вот характерная история. В 2018 году один из таких заключенных из Пермского края убил, расчленил, а затем пропустил через мясорубку 27-летнюю девушку. Его тогда приговорили к 11 годам тюрьмы. Однако сейчас убийца разгуливает на свободе в почетном статусе ветерана боевых действий. Вероятно, еще и с наградами на груди. Того и гляди, школьникам будет урок проводить, разговоров о важном. За спиной у него отнюдь не условно-досрочное освобождение за примерное поведение в колонии, а травмирующий военный опыт и психологические увечья, после которых даже законопослушные граждане нередко превращаются в преступников. Что ж говорить о тех, кто был убийцей изначально? Кто оказался на воле не потому, что исправился, а потому, что хорошо убивал на войне. Теперь, имея медали и льготы, такие люди претендуют на особое уважение со стороны окружающих. Многие из таких ветеранов после помилования снова начинают убивать. О чем регулярно сообщает не вражеский «Голос Америки», а наши же российские новости. За 1,5 года цели и задачи так называемой специальной военной операции много раз менялись. Сейчас, если включить Соловьев Лайв, то услышишь, что ведущие и их гости даже не называют украинцев украинцами. Вместо этого они пользуются одними лишь оскорбительными названиями, которые я цитировать здесь не буду. Так было не всегда. Изначально войне придавали флер некого прогрессивного явления. Владимир Путин должен был, словно Прометей, принести заблудшей Украине свет цивилизации. В первые дни и даже недели войны риторика была именно такой. Но когда российские ракетные войска и артиллерия перестали попадать по жилым домам случайно и бессистемно, а стали целенаправленно стирать с лица земли целые городские районы и даже города Украины, тогда пропагандистский нарратив изменился. Правильным с точки зрения официоза стало ненавидеть Украину и украинцев, а также саму украинскую идентичность. Да, Путин и сейчас может изредка высказываться на тему братского народа. Однако вся путинская машина пропаганды упорно работает на расчеловечивание в сознании россиян украинских граждан, которых теперь нужно не спасать от нацистов и наркоманов, а как минимум лишить всех благ цивилизации, отопления, электричества и водопровода. Однако, повторюсь, на самых первых порах российские военные выставлялись как прогрессоры, которые должны не отрубать Украине свет, а принести ей просвещение. Старший брат, мол, хочет позаботиться о младшем, ну и все такое прочее. Какой такой прогресс Путин может принести на территорию Украины? Что он может дать соседям, если система в самой России разрушает базовые госинституты? Если по нашему обществу она постоянно ездит, как газонокосилка, вырезает все, что может подняться и вырасти. Нескольким наблюдателям прямо сейчас на недавних выборах вручили повестки в военкомат. Известно как минимум о 3 таких случаях. Тем, кто не планирует или не может уехать из России, стоит подумать, как обезопасить себя от действий государства. К тому же вот-вот начнется осенний призыв. Чтобы не оказаться на фронте, вы можете воспользоваться помощью движения сознательных отказчиков,
которая вот уже 10 лет помогает призывникам защитить свое конституционное право не ходить в армию и не убивать людей. Движение оказывает бесплатную юридическую и психологическую помощь. Не только призывникам, но и военнослужащим, не желающим выполнять преступные приказы, их родственникам, школьникам, которым только предстоит постановка на учет, и квир-людям. В связи с принятием новых поправок юристы движения советуют готовиться к призыву заранее. Проигнорировать повестку стало сложнее, отсидеться не по прописке не получится. Нужно четко сформулировать позицию, почему вы не готовы идти в армию и брать в руки оружие. Даже во время мобилизации можно подать заявление на альтернативную гражданскую службу. Нужно лишь быть готовым отстаивать свое право на это и подготовить соответствующие документы. В телеграм-канале движения есть множество вдохновляющих историй, как юношам удается добиваться права на альтернативную службу или освобождаться по медицинским основаниям. Вы можете получить консультацию в телеграм-боте или на созвоне в телеграм-канале, воспользоваться каталогом юридических материалов и чатами поддержки. Все это бесплатно. Совместно с другими правозащитными организациями движения участвует в международной адвокации, направляет обращения в ООН и Европарламент. 23 июня этого года движение и его директорку Сашу Белик признали иностранными агентами. 8 августа Международное бюро мира выдвинуло ДСО на Нобелевскую премию мира. А сейчас движению сознательных отказчиков нужна ваша помощь. Задонатить им легко, удобно и безопасно. Это можно сделать рублями, через Telegram или в криптовалюте. Ссылка в описании. Скажите, вот как часто вы думаете о Римской империи? Настоящий поклонник Древнего Рима, если он поставит перед собой такую цель, обязательно найдет оправдание завоевательным походом римских императоров. На завоеванных территориях римляне строили дороги, мосты, водопровод, внедряли римское право. Причем римская правовая система, как и многие архитектурные сооружения, в итоге Римскую империю пережила. Архитектурные сооружения на территории Украины российские войска лишь разрушают, тут даже говорить не о чем. Но остается вопрос, какое такое новое право собирался Путин принести Украине? Какими были самые яркие события внутрироссийской политической жизни до 24 февраля 2022 года? Выход фильма Юрия Дудя «Почему в России пытают». Война собой затмила, но до нее фильм действительно взбудоражил наше общество. Миллионы людей тогда тошнило от увиденного. За месяц до войны кадыровские боевики нагрянули в Нижний Новгород и в открытую выкрали жену федерального судьи в отставке. Замечу, что в России официально есть такой правовой статус, который регулируется законом – федеральный судья в отставке, за которым сохраняются в том числе гарантии личной неприкосновенности. А к такому человеку запросто ворвались домой и выкрали его супругу. Тогда люди задались вопросом, у нас вообще есть государство? Будет ли на территории России исполняться хотя бы переписанная и исковерканная Конституция? Мы вообще Российская Федерация или Северная Сомали? В январе 2022 года было стойкое ощущение, что с точки зрения законности и правопорядка мы, как страна, достигли дна. Но тут снизу постучали. Развязанная Путиным война открыла дверцу в преисподнюю. За последние 1,5 года Госдума наградила новых законов, которые прямо и недвусмысленно противоречат Конституции. Причем противоречат даже той последней редакции Конституции, которая сама по себе была принята незаконно. Возникает парадоксальная ситуация. Чем больше законов производит парламент, тем меньше закона как такового становится в государстве. Не совсем правильно говорить, что отечественное законодательство ужесточается. Напротив, законодательство это полномерно демонтируется. Задача законодателей не в том, чтобы усилить правопорядок, а чтобы разрушить его, предоставив Путину и его силовикам возможность творить неограниченный произвол. Совсем недавно мы делали отдельное видео про избиение 15-летним сыном Кадырова, арестованного Никиту Журавеля. Мы приводили там одну путинскую цитату. Сейчас еще раз ее послушаем, но обсудим уже под другим углом. Так же, как мы поручили расследовать преступление, связанное с публичным уничтожением Корана, поручили расследовать это Следственному комитету Чечни. И отбывать наказания будут, как было заявлено министром юстиции, в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов Российской Федерации с преимущественным мусульманским населением. Никита Журавель и тогда, и сейчас находится в статусе не осужденного, а арестованного.
Пока что только ведется следствие. Что это значит? В теории дело может дойти до суда, а может и не дойти. Если суд состоится, то теоретически он может вынести как обвинительный, так и оправдательный вердикт. И даже в случае признания Журавеля виновным, ему теоретически могут назначить не лишение свободы, а штраф, например, или обязательная работа. Их вполне предусматривает та статья, по которой идет уголовное производство. Более того, даже лишение свободы можно обжаловать в судах других инстанций. Согласно законам и процессуальным нормам Российской Федерации, между арестом и тюремным сроком есть великое множество промежуточных этапов, на каждом из которых Никита Журавель теоретически может оказаться на свободе. Но уже 13 июня этого года президент страны, имеющий вроде как диплом юриста, во всеуслышание заявил: Журавель будет отбывать наказание в местах лишения свободы в регионе с преимущественно мусульманским населением. Спустя 17 месяцев войны мирные времена кажутся бесконечно далекими. Но все-таки вспомним, раньше Путин такого себе не позволял. Как президент и вроде как юрист, он соблюдал минимальные правила приличия. Каждый раз, когда его спрашивали о резонансном уголовном деле, Путин неизменно отвечал: пусть компетентные органы разберутся и суд вынесет решение, а я не буду оказывать на них давление своими комментариями. Даже если все заранее понимали, чем все закончится, президент допускал теоретическую возможность, что обвиняемый окажется на свободе. Это было необходимо, чтобы соблюсти хотя бы видимость законности. Сейчас же Путин заранее озвучивает приговор, хотя суд еще не начался. Говоря о Чечне, мы в прошлых видео говорили, что вместо встраивания региона в общероссийское правовое поле при Путине был запущен обратный процесс. По всей остальной России стали расползаться кадыровские методы обращения с гражданами. Год назад к России были пришиты еще 4 региона. Это Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области Украины. Разумеется, никто в мире этого не признал, и ни одну из областей, даже Луганскую, российские войска не контролируют целиком. Но речь даже не об этом. Путин объявил эти территории частью Российской Федерации, но при этом там и спустя год действуют такие нормы и применяются такие меры наказания, которые никак не предусмотрены законодательством России. В Запорожской области долгое время за дискредитацию российской власти у местных жителей конфисковывали жилье и пешком выдворяли в сторону линии фронта. Без вещей, без документов, иногда со связанными руками. В России, в принципе, нет такой меры наказания, а на оккупированной части Запорожской области есть. В интернете можно найти большое количество однотипных роликов, где прям с листа людям зачитывают приговор. За дискредитацию органов российской власти к вам применяется мера наказания в виде принудительного выдворения. Аналогичный вопрос, как обжаловать такой приговор, силовики отвечают людям: «Бегом отсюда!». Непонятно даже, кто вообще выносит такие приговоры. Суд в России не может назначить меру наказания, в которой нет в Уголовном и Административном кодексе. Другой пример. В Донецкой и Луганской областях даже после фейкового присоединения к России продолжают воевать и погибать на передовой студенты и пенсионеры. Сколько бы обращений не записывали их матери и жены, сколько бы они ни апеллировали к российским законам, в ЛДНР действуют свои особые порядки. В оккупированных областях происходит конфискация жилья и имущества тех, кто не остался, а уехал на территорию подконтрольную Украине. Их заочно лишают прав собственности на недвижимость. Чего, опять же, по российскому законодательству быть не может. Даже по нынешним законам человека нельзя лишить прав на дом только потому, что он куда-то эвакуировался. Для тех, кто остался на оккупированной территории и надеется, что ему дадут жилье взамен разрушенного, тоже понапридумывали всяких незаконных норм, чтобы этого не делать. Есть такой русскоязычный украинский блогер Денис Казанский. У него на канале выходит много материалов как раз на эту тему. Меня больше всего поразил вот какой случай. В Мариуполе семья из 7 человек потеряла жилье, которое было уничтожено в ходе вторжения. Оккупационные власти отказались выделить этой семье квартиру в строящемся доме на том основании, что у них и так есть сарай площадью 8 квадратных метров. Первый раз подали документы на квартиру о том, что она сгорела. У нас приняли, но через 2 месяца ответили, что нам не положено. Основание, что есть другое жилье. Сарайчик 40 километров от города, подаренный там дачный участок, 8 квадратных метров. Но это просто позор. Нас 7 человек. 8 квадратных. Нам стоит там стоять в саманном домике. Путин объявил Мариуполь российским городом. Но в каких таких российских нормативах прописано, что 7 человек могут жить на 8 квадратных метрах? Не стоит думать, что новые регионы находятся где-то далеко от России в ее признанных границах. Чеченская республика, которая вполне официально является частью России,
тоже долгое время казалось далеким регионом. Даже когда в Грозном похитили и убили журналистку Наталью Истемирову, многие реагировали, типа спокойно. Когда там избили журналистку Елену Милашину и вместе с адвокатом Александром Немовым тоже. Мол, Чечня — это свои какие-то порядки. Но произвол не может удерживаться в каких-то отдельных резервациях. Особенно если центральная власть даже не намерена удерживать беспредел в границах каких-то особых территорий. Если власть отрабатывает какие-то людоедские практики в Запорожской и Донецкой областях, нет никаких оснований думать, что эти практики не могут быть внедрены в России никогда. Путин сам объявил, что там тоже Россия, такая же, как и здесь. К слову, на днях в Донецкой области официально ввели военную цензуру. Это может быть реакцией на бесчисленные обращения родственников мобилизованных и людей, оставшихся без жилья. Цензура – отличный способ решить проблему. Куда граждане обращаются, столкнувшись лицом к лицу с преступностью? К государству. Но в нашем случае государство, во-первых, само плодит какую-то жуткую военизированную преступность, берет убийц из зон или прямо со скамьи подсудимых, прогоняет их через фронт и затем возвращает в наше общество. Но, во-вторых, государственная система при Путине сама становится подобием организованной преступности. Нормальный человек в путинском государстве оказывается между двух огней. Закона нет, защиты искать негде, пострадать и даже погибнуть можно от рук и тех, и других. Да, миллионы российских граждан спокойно ходят по улицам и пока не озираются по сторонам. Мордор пока еще не наступил. Вооруженные банды еще не захватили российские города, а госорганы пока еще не конфискуют жилье у коренных россиян за нелестные слова о Путине. Но это вполне возможная перспектива. Это направление, по которому сейчас движется наша страна. Направление это еще можно попытаться изменить. В первую очередь, убеждая людей вокруг, что России не нужен Путин, что нынешний президент вовсе не строит сильное государство. Наоборот, он его разрушает, подменяет какой-то организованной преступной группировкой, которая к тому же методично плодит преступность неорганизованную. С Путиным россияне не могут быть в безопасности. Об этом важно говорить сейчас. И тем более важно будет, когда пропаганда начнет продавать россиянам Путина еще на 6 лет. Надо будет сделать все возможное, чтобы добровольно граждане такую покупку не совершили и сказали свое однозначное «нет». До завтра.